Добро пожаловать! Я снова приветствую вас на своем канале. Я очень рад вас видеть. Приветствую всех искренних ищущих, всех людей Дхармы. И мы продолжаем наши беседы в этом разделе о мистике от А до Я. Одна из совершенно неосвещенных тем – это тема взаимоотношений между ищущими, между людьми Дхармы. Я бы сказал, это такая тема о духовном родстве, о духовной близости, о духовной дружбе, о резонансе между мастером и учеником. Это как бы такая закрытая тема, потому что мы все люди социальные и привыкли к каким-то, обычным отношениям в рамках социальной среды. То, о чем я хочу поговорить, выходит за пределы обычных социальных взаимодействий. И поэтому мы должны осветить эту тему, чтобы она не была источником спекуляций, додумывания и различных неприятностей, которые могут подстерегать на пути, когда нет понимания того, что с вами происходит. Итак, сегодня тема нашей беседы о духовной близости, о духовной дружбе. И в том числе мы, наверное, заденем тему о резонансе мастера и ученика. Начать бы я хотел с того понимания, без которого эту тему нам не открыть. Многие полагают, что духовный поиск – это нечто, что случается с ними как бы в рамках этой жизни, и он должен быть завершен в рамках этой жизни. Это такая вот привязка к физическому телу, как к единственному носителю индивидуальности. Но это не так. Это далеко не так. Видение нашего учения на этот процесс более глубокое. И мы должны его прояснить, прежде чем поймем, что за отношения, которые складываются в рамках духовного путешествия. Так вот, мы рассматриваем это как исцеление сознания, а не как некую трансформацию организма, тела, ума. Мы рассматриваем как исцеление сознания, как пробуждение сознания от вот этой лжи о себе, от этого ложного субъекта. Сознание просыпается. И порой на это уходит много жизней в разных телах. То есть, понимаете, совсем другой масштаб событий. Это не масштаб одной жизни, это не масштаб какого-то там отрезка вашей жизни. Это масштаб другого порядка. Сознание начинает это движение к исцелению. Я уже во многих видео говорил, как просыпается душа, исцеленная часть сознания, и она не остановится, пока все сознание не будет освобождено от невежества. Это происходит в рамках индивидуального сознания, это исцеление. Но это не рамки этого организма. Сознание помнит свои движения по исцелению. И поэтому, если этот путь уже был пройден, несмотря на то, что мы, перерождаясь в другом теле, как бы забываем все, что было, но
А опять становясь на путь, все происходит гораздо быстрее. Все происходит гораздо быстрее. Поэтому мы имеем иногда такие чудесные пробуждения в 20, в 30 лет. А другие приступают к духовному пути в 50, в 60. Мы не знаем того, что хранит это сознание, какую информацию, до каких пределов доходило оно в своем поиске и в своем пробуждении, в своем освобождении. Поэтому что-то дается легче, что-то сложнее. Но я хочу, чтобы вы это услышали, что это не исцеление этого организма, это исцеление и пробуждение индивидуального сознания от сна о самом себе, от помещения себя в собственное содержание. В нашем учении это один из главных пунктов, но не последний. Но сегодня мы будем говорить о нем, потому что мы сегодня будем говорить о друзьях на пути, о тех, кто помогает нам, о тех, с кем встречаемся мы, и что переживаем мы от этих встреч. Я хочу, чтобы эта тема прозвучала, чтобы она была осознанна, чтобы вы бережно и трепетно относились к тем, кто идет рядом с вами. Чтобы вы понимали, что это великое чудо встречать единомышленников на этом столь редком в нашем мире пути. Один из мистиков сказал, что только 1 из 1000 начинает этот поиск. И 1 из 1000 начавших, завершит его в этой жизни. Но сам интерес к исцелению, к пробуждению, к душе, он уже достоин самого глубокого уважения. Это большая редкость, искреннее устремление, искренний поиск. Это большая редкость, разворот к себе. Это большая редкость продвижения по пути. И когда я вижу соревнования, немножко такую духовную зависть, это все рождается из непонимания, насколько же мы близки, насколько мало нас, тех, кто движется по этому пути. Я сейчас не про особость, я сейчас не про исключительность, не про гордыню, я сейчас про бережное, трепетное отношение друг к другу. Мы многим можем помочь друг другу. Мы знаем друг друга, мы встречались уже. Люди, пути – это как мотыльки, которые тянутся к одному свету, и поэтому часто встречаются. Из жизни в жизнь они встречаются, они помогают друг другу. Поэтому будьте аккуратны, будьте внимательны, уважайте тех, кто идет рядом с вами. Они идут не первую жизнь. Это невозможно. Как правило, это те люди, которые уже вам встречались, они были рядом, они уже помогали вам. Возможно, в этот раз вы будете более, так скажем, продвинутыми в духовности, чем они. Потому что та тема, где они доминировали, вами уже пройдена. Поэтому учитесь друг у друга, помогайте друг другу, поддерживайте друг друга. Это редкое сообщество, оно очень ценно. Оно не для того, чтобы пренебрегать им. Есть и другая форма духовных друзей. Это те, кто не дают нам спать. Это те, кто нас раздражают. Это те, кто нас тревожат. Это те, кто напоминают нам,
что мы еще на пути и рано почивать на лаврах. Поверьте, это тоже наши друзья. Это не враги. Они не зря встречаются нам на пути. Кто-то из учителей говорил: любите мелких тиранов, ибо они не дают вам уснуть снова. Они не дают застрять, они будоражат, они возбуждают, они раздражают, они показывают, что мы все еще храним в себе отделенность. Это тоже наши друзья. Они тоже ходят за нами из жизни в жизнь, и они служат нам очень хорошую службу. Они не дают уснуть. Вот такие два типа друзей у нас есть. Но также у нас есть наши учителя, которые из жизни в жизнь немножко дальше, чем мы, продвинулись по этому пути. Мы все равно в одной лодке, мы все равно в сансаре, мы все равно движемся. Мы здесь, потому что наш путь не завершен, потому что наше исцеление не тотально. Но среди нас есть те, кто прошел очень далеко. Среди нас есть те, кто где-то останавливается на каких-то последних рубежах, и они являются учителями, мастерами, и они, возможно, из жизни в жизнь помогают нам продвигаться по пути. И это неудивительно, что при встрече с ними мы испытываем глубочайший резонанс, глубочайшую преданность, доверие, можно сказать, духовную близость. Это то редкое явление, когда ученик узнает мастера, который вел его, помогал ему, подсказывал, и он хочет учиться у него. Но так как мы люди социальные, частенько нас пугает то состояние, которое мы испытываем при встрече с учителем, как с очень близким человеком. И многие боятся этого резонанса или пытаются перевести его в плоскость неких социальных или даже гендерных отношений. Мужчина и женщина. Ой, я, наверное, влюбилась. Ой, я, наверное, пропала. И это непонимание того, что то, что вы, возможно, переживаете, гораздо глубже, чем социальные отношения. Это движение вашей души по направлению к еще одной душе, которую она хорошо знает, которую она уже почитает как своего учителя и которой она глубоко доверяет. Поэтому мне очень нравится, что Рамдзы так глубоко осветил эту тему своих взаимоотношений с Рамешем Балсикаром. И он тоже описывает, как он не мог понять, что с ним происходит, что за любовь такая к пожилому человеку. Но он не убежал, он разрешил ею проявляться. И это стало источником того невероятного контакта, который позволил учению случиться. И исцеление было очень быстрым, потому что такой ученик практически на совершенно ином уровне получает эту прямую передачу от мастера. Он открыт, его сердце открыто. Это тот уровень преданности, который позволяет происходить так называемой сердечной передаче. Это не из ума, это прям от сердца к сердцу.
Поэтому вот я затронул эту тему, чтобы вы не боялись этих духовных, близких отношений со своими друзьями, чтобы вы ценили их, чтобы вы использовали их как возможность, а не конкуренцию, чтобы вы не конкурировали. Здесь каждый идет своим путем, и каждый возьмет столько, сколько может унести. И мы должны помочь друг другу раскрыться своим трепетным отношением, своим правильным отношением. А вы не должны пугаться. Если сознание узнает близкого человека, близкую душу, просто соратника на пути, позвольте ей обнять его, позвольте ей открыться. Не закрывайтесь, не прячьтесь за эти социальные рамки. Дело в том, что это движение души, а не движение социального человека. Это выходит за пределы личности, ваш трепет, ваше узнавание и ваша любовь. Это любовь к учению, это любовь к практике, это любовь к сообществу. В буддизме одной из благородных истин была сангха, если вы помните. И это не случайно так, потому что в этом сообществе, в этой сангхе человек растет, человек взаимодействует, и человеку указывают на его заблуждение. И он с готовностью принимает все это, как от лучших друзей, от тех, кому нечего с вами делить, кто сам на пути, и то, кто вас готов воспринимать как учителя своего. Мы здесь все учителя друг другу, мы здесь все помощники, и мы все в одной лодке. И у нас одна задача – исцеление познающей природы, исцеление сознания и полное пробуждение от невежества. Я думаю, это было вам полезно и позволит вам по-новому взглянуть на ваши взаимоотношения с теми, кто идет рядом с вами. А теперь, как обычно, минуточку тишины. Спасибо вам огромное. До новых встреч у меня на канале.